Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с новым узорчиком. Напоминаю, что на канале узорчиков очень много, чтобы вы не запутались. Есть большое количество плейлистов на главной странице в разделе «Плейлисты». Заглядывайте, выбираете понравившийся плейлист и смотрите узорчики. То есть узорчики собраны для вашего удобства в небольшие коллекции. Ну, а сегодня я покажу новый узорчик вот с такими вот ниточками. И сразу же уточню, вы берете пряжу любую, какая у вас есть, не только такую, которую показываю я. Узорчики универсальные, поэтому пробуйте, вяжите из любой пряжи. Итак, у меня сегодня ниточки называются они Alize Angora Gold Simli. Смотрите. Alize Angora Gold Simli. В 100 граммах находится 500 метров. По составу это 75% акрил, 20% шерсть и 5% металлик. Видите, ниточка такая вот блестит. Нам советует производитель: берите крючок от 2 до 4. На канале уже есть узорчики с данной ниточкой. Многим ниточки такие понравились. На камеру передаются как есть. Смотрите, цвет 452. Запишите, кому цвет понравился. Вот. Ну, а получается у беленьких ниточек вот цвет номер 55. Я уже ниточками такими вязала, повторюсь, да, поэтому я беру крючок номер 3. Я уже подобрала под свою, получается, плотность вязания крючок номер 3. Вы точно так же подбираете под свою плотность вязания, под рекомендации производителя, да, своей пряжи. Подбирайте крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 10 петелек. Давайте я наберу 3 раппорта, это получается 30 воздушных петелек. Дополнительно я наберу еще 3 петельки, чтобы узорчик ровно красиво закончился. Ну а вы в свою очередь набираете столько, сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. В начале у нас петелька фиксации, и при наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот это мой будет будущий образец. Далее смотрите, делаем одну воздушную петельку, отсчитываем от крючка вторую петельку. 1, 2. Во вторую петельку делаем накид, ныряем, вытягиваем ниточку и смотрите, все 3 петельки, которые на крючке, провязываем сразу же вместе. 1, полустолбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку и опять 3 петельки вместе. Оп, полустолбик с накидом. Накид. В следующую петельку точно так же нырнули и шагаем вот так вот, провязываем полустолбики с накидом в каждую петельку цепочки. Угу. Ну и сами себя контролируем. Количество полустолбиков у вас получится ровно столько, сколько вы набирали петелек в цепочке, ни больше, ни меньше. То есть у меня получается 33 воздушные петельки, значит будет 33 полустолбика. Вы в свою очередь считайте, сколько у вас было петелек, столько же будет столбиков. Понятно? Не сложно? Не сложно. Давайте самостоятельно вот так вот шагаете, провязывайте до конца ряда, а в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наши полустолбики готовы, все ровненько, аккуратненько. Приступаем к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Воздушная петелька по узорчику. Итого получается 4 воздушные петельки. Дальше накид. Вот мы вязали, получается, вот от этого столбика. Пропускаем второй столбик и третий столбик провязываем столбиком с накидом. У нас формируется как бы окошечко. Угу. Далее 2 воздушные петельки. 1, 2. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. В третий столбик нырнули, провязали столбик без накида. Воздушная петелька. Столбик пропустили 1. В следующий столбик провязываем столбик без накида. То есть такая вот маленькая такая арочка. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. И пропускаем в столбиках 2 столбика. 1, 2. В третий столбик провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька.
И здесь пропускаем один столбик. И в следующий столбик с накидом. Вот. То есть вот это вот большое окошко, которое мы провязывали в самом начале нашего ряда. Большое окошко, да, воздушные петельки, маленькая такая арочка, воздушные петельки, опять большое окошко. То есть дальше повторяем. 2 воздушные петельки, 2 столбика пропустили. Раз, два. В третий столбик без накида, воздушная петелька, 1 столбик пропустили. В следующий столбик без накида. 2 воздушные петельки, пропустили 2 столбика, раз, два, и опять столбик с накидом. Поняли, да? То есть мы с вами, получается, чередуем большие окошечки, маленькие окошечки, большие окошечки, маленькие окошечки. Угу. И вот так вот шагайте до конца ряда. Давайте, в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот такая красота первоначальная получается. Как мы заканчиваем ряд? Заканчиваем, как и начинали, большим окошечком. То есть столбик с накидом, воздушная петелька, 1 столбик пропустили. И помните, у нас была петелька подъема. Вот мы в эту петельку нырнули и провязали столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее, воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. И вот в эту арочку, вот в это окошко нырнули и провязали столбик без накида. Далее будьте внимательны. Провязываем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Смотрите, направляемся вот к маленькому окошечку. Видите, вот маленькая арочка, маленькое окошечко. Накид. Нырнули сюда, вытянули ниточку, подтянули, не провязываем, держим на крючке. Раз. Накид сюда же 2, накид сюда же 3. Я буду делать 4 и 5. Например, да? Вы можете делать, сейчас, секундочку, красиво, аккуратно сделаю, 5. Вы можете делать больше, вы можете делать меньше петелек, да? Можете делать меньше, больше накидов. Получается пышный столбик, провязываем все петельки, оп, до 2 петелек. Затем 2 петельки вместе. Чем больше вы сделаете накидов, да, и чем больше петелек, тем эффектнее будет пышный столбик. Ну и пряжа скушает больше, поэтому смотрите, вы можете сделать пышный столбик из 3 петелек, можете сделать из 4, из 5, из 6, из 7, как вам удобно. Дальше. Воздушная петелька, накид. Опять сюда же ныряем и провязываем точно такой же пышный столбик. Раз, накид, 2, накид, 3, накид, 4, и у меня будет накид 5. Провязали до 2 петелек, 2 петельки вместе. Угу. Воздушная петелька. Опять сюда же возвращаемся, провязываем точно так же третий раз, третий пышный столбик. Раз, два, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. И у вас по итогу получается вот такие вот 3 пышных столбика. Обязательно попробуйте, провяжите на образце меньшее количество петелек, большее количество петелек, как вам больше нравится. Идем дальше. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Перепрыгиваем в большое окошко. В большое окошко столбик без накида. Оп. Вот как и здесь мы начинали. Все, а дальше повторение. Опять получается делать 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Перепрыгивайте в маленькое окошко и делайте точно такие же 3 пышных столбика. Накид. Давайте я вам сейчас здесь покажу в образце, как я сделаю, например, с 5 петельками и 5 накидами. Для сравнения. Угу. Раз, накид сюда же 2, накид сюда же 3. Провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. Накид. Еще раз второй пышный столбик. Раз, два, 3. Провязали до 2 петелек, зафиксировали. Воздушная петелька. Накид. Раз, два, 3. Провязали, зафиксировали. Вот, смотрите, получается, у нас выглядит вот так вот наши 3 пышных столбика и вот так вот пышные столбики из 5 петелек, 5 накидов. Ну, смотрите, как вам больше нравится, да? Обязательно, кто дошел видео до данного момента, напишите в комментарии, вам нравится с 5 петельками, либо с 3. Угу. Все, давайте до конца ряда провязывайте самостоятельно. То есть мы провязываем столбик без накида, да, пышные столбики, столбик без накида. В конце ряда я вас встречу. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца наш ряд с пышными столбиками. И как мы заканчиваем вязание? Вот провязали столбик без накида, вот большое получается окошко, так, и 3 петельки подъема, помните, мы здесь сделали, в третью петельку подъема ныряем и заканчиваем наше вязание столбиком без накида. Но здесь смотрите, какая особенность.
Здесь я хочу ввести в вязание новую ниточку. Вы можете вводить ее, можете не вводить на ваше усмотрение. Мне захотелось для контраста под беленькую ниточку. Смотрите, как я делаю. Я последние 2 петельки провязываю беленькой ниточкой. Видите? Воздушная петелька. Теперь я могу подтянуть свою вот такую бежевую ниточку. Поворот. Все потом ниточки, кончики запрячутся. И смотрите, получается, сюда же, в верхушку этого же столбика ныряю и провязываю столбик без накида. Все, я переключилась на белую ниточку, вяжу белой. Воздушная петелька. Теперь смотрите, мы вот этот столбик пропускаем, а вот в эту арочку провязываем столбик без накида. Есть. 2 воздушные петельки. Раз, два. Накид. Вот у нас, помните, между пышными столбиками были вот такие арочки по одной воздушной петельке. Так вот, в первую арочку ныряем и провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька, накид. Во вторую арочку ныряем и провязываем столбик с накидом. У нас сформировалось вот такое большое окошко. Угу. 2 воздушные петельки. Раз, два. Теперь смотрите, вот наш столбик без накида. Мы ныряем перед столбиком в арочку, провязываем столбик без накида. Далее воздушная петелька. Пропускаем столбик и в следующую арочку столбик без накида. Вот как мы начинали наш ряд. Видите, да? Получается маленькая арочка, большое окошко. Маленькая арочка, дальше будет большое окошко. 2 воздушные петельки. И вот между пышными столбиками провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. И опять между пышными столбиками столбик с накидом. 2 воздушные петельки и опять перед столбиком столбик без накида, воздушная петелька и после столбика столбик без накида. То есть мы с вами, если внимательно посмотрите, повторяем самый первый ряд, просто он у нас смещен в шахматном порядке. Заметили? Все, давайте самостоятельно провязывайте до конца ряда, и в конце ряда встретимся. Так, смотрите, как мы будем заканчивать данный ряд. Вот наше большое окошко, да, 2 воздушные петельки, столбик без накида и, как и начинали мы ряд, воздушная петелька и в самый последний столбик, один столбик пропускаем, в самый последний провязываем столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. Вы помните, что вот в эту маленькую арочку, в маленькое окошечко мы провязывали 3 пышных столбика. Так как у нас здесь, как бы, ну, скажем, половинка, да, вот такого будет веерочка из пышных столбиков, мы будем провязывать всего лишь только 2 пышных столбика. Нырнули в арочку. Потянули ниточку. Раз, два, три. Поняли, да? Я буду делать 5. 4 и 5. Провязали до 2 петелек. 2 петельки вместе. Воздушная петелька. И еще раз сюда. Раз, два, три, 4, 5. Провязали, зафиксировали. Дальше, смотрите, вспоминайте, как у нас было. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И мы переключаемся на большое окошко. И в большое окошко провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Переключаемся на маленькое вот это вот окошечко. И провязываем опять 3 пышных столбика. Раз, два, три, 4, 5. Провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. Сюда же опять. Раз, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали, воздушная петелька. И последний раз. Раз, два, три, 4, 5. Провязали, зафиксировали. Дальше у нас идут 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И в большое окошко столбиком без накида. Угу. Смотрите, повторяем точь-в-точь наш второй ряд. Просто другим цветом. Не сложно? Не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы провязали наши пышные столбики. Все ровненько, аккуратненько. Заканчиваем мы 2 пышными столбиками, как и начинали, да? Итак, далее накид. И вот наш столбик без накида предыдущего ряда. Нырнули в него, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп. И здесь я хочу переключиться на первый цвет. Вы можете переключаться, можете не переключаться, можете переключаться на третий цвет, на ваше усмотрение. Самое главное, смотрите, ниточку сильно не тяну. Именно последние 2 петельки провязываю новым цветом. Видите? То есть ряд у нас закончился беленькой ниточкой, но в процессе вязания уже появилась вот такая вот бежевая. 3 петельки подъема по узорчику. Раз, два,
3. Бежевую не тяну, иначе зажулькаю край, могу подтянуть вот так вот чуть-чуть беленькую. Поворот. По узорчику 1 воздушная петелька, итого 4 воздушные петельки, накид. Шагаем вот в арочку между пышными столбиками, провязываем столбик с накидом. Далее 2 воздушные петельки, 1, 2. Перед столбиком в арочку нырнули, провязали столбик без накида. Воздушная петелька, пропускаем столбик и в следующую арочку провязываем столбик без накида. Маленькое окошко получилось, да? 2 воздушные петельки и провязываем вот между пышными столбиками в арочку столбик с накидом, воздушная петелька и в следующую арочку столбик с накидом. Опять 2 воздушные петельки и точно так же столбики без накида и так далее. То есть получается большое окошко, маленькое, большое, маленькое. Смотрите, самый первый ряд. Большое окошко, маленькое, большое, маленькое. То есть мы повторяем самый-самый первый ряд. Сам по себе узорчик 2 ряда. Поняли, да? Окошки, пышные столбики. Дальше опять окошки, пышные столбики. Сейчас будет окошки, пышные столбики, окошки, пышные столбики, окошки, пышные столбики. Все, единственное, что просто смещается в шахматном порядке. 2 ряда сместились, 2 ряда сместились. То есть 1, 2, 3, 4 и повторяем 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Не сложно? Не сложно. Для тех, кто умеет вязать по схемке, я сюда приложу схемку. Она совсем не сложная, вы сразу все разберетесь и сразу себя проконтролируете. Кто не умеет вязать по схемке, специально посмотрите обязательно. Настолько легкая схема, настолько все понятно. Вы разберетесь и скажете, что это вообще элементарно. И давайте увеличим наш образец в несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что будет очень красиво, да? Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая по итогу получается красота. Красота у нас нынче двусторонняя. Выбирайте любую сторону, какая вам больше нравится, такая у вас будет лицевой. Да? Ну, либо у вас может быть такое изделие, например, палантин. Вы можете и та сторона, и другая сторона, и будет красиво. Не забывайте, что из летней пряжи можно вязать данный узорчик. Это будут топики, маечки шикарные. Опять же, не забывайте поворачивать узор. Возможно, вы так захотите, да, его применить. Опять же, вот таким вот образом можно повернуть его. Это могут быть летние сумочки, авоськи, да, это из полипропиленового шнура, например. Это могут быть, помимо того, что летние, там, например, парео, да, интересные, может быть, какой-то дополнительный будет комбинированный узорчик в платьишке в летнем, либо в юбочке. Почему бы и нет? Демисезонные, например, ниточки, шарфики. Смотрите, это могут быть жилеточки, зимние ниточки тоже, не забудьте, шарфики, снудики. Интересные кардиганы, интересные кофточки. Можете разными цветами делать, полосочками, да. Можете одним цветом сделать, на ваше усмотрение. Вы дизайнеры, вы так видите, как вы видите, так и красиво, да. Пробуйте из любой пряжи. Из моей пряжи вот так вот, смотрите, тянется и вот так вот тянется. Давайте попробуем замерить. Итак, я сегодня набирала 33 воздушные петельки. Ну, допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, то у меня это получается, ну вот, 14 сантиметров. Не забывайте, если это будет палантинчик, дополнительно столбики делайте кромочные, да, ну, как бы рамочку такую. И тут, смотрите, первый ряд у нас наборный, а дальше у нас каждый пышные столбики, да, это 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. И первый был наборный 15. Берем за крайнюю, скажем, точку, самую верхнюю. 12, ну и 2, например, да, где-то вот так вот. То есть не сложно, не сложно. Узорчик растет быстро, но напоминаю, за счет того, что вы делаете пышные столбики, да, чем больше вы делаете накидов, чем больше петелек, тем больше у вас пряжи кушает. Ну, думаю, оно того стоит, да. Попробуйте, попробуйте меньше сделать накидов петелек, попробуйте сделать больше. То есть вот такая вот красота. Если вы что-либо вязали данным узорчиком, рассказывайте, нам будет интересно, какая пряжа, какое изделие. Ну, а если не вязали, подбрасывайте идейки для новичков, да. Вот. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки и обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много-много новинок. Нажимайте на колокольчик, он должен быть самый верхний темненький, и вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Ну что, всем ровных петелек, вяжите с удовольствием. Пока-пока.